Друзья, всем привет! Димаш Кудайберген и Диана Анкудинова – две молодые яркие звезды на небосклоне современной эстрады. Синие птицы в небо улететь, в небо улететь. От других певцов их отличает необычность вокала и честность со зрителями. Оба никогда не применяют фонограмму. Их творчество обсуждается реакционерами и фанатами во всем мире. И даже на нашем скромном международном канале зрители в комментариях часто спрашивают о возможном совместном дуэте. Как только стало известно о выступлении Димаша Кудайбергена на «Новой волне 2021», зрительница с ником Алла Белова сразу потребовала: «Дианочку тоже хочу там видеть». Мало того, зритель с ником Гена Табачник очень точно рассудил в комментарии: «А где же наша принцесса Ди, Диана Анкудинова?» Мне бы да успеть сердце отогреть, синие птицы в небо улететь, в небо улететь, в небо улететь. Без ее участия это не будет полноценный конкурс. Гореть, до зарей гореть. Хотя, вообще говоря, Димашу и Диане нет равных. Они феномены-инопланетяне. Мечтаю попасть на концерт двух Ди, по одному отделению или вперемешку, неважно. Можно под покровительством Игоря Крутого, он их обоих поддерживает, а Диане даже подарил двухкомнатную квартиру в Москве, чтобы приблизить ее к центру и помочь вывести на новую орбиту. Они – величайшие певцы нашего времени и даже всех стран во все времена. Это не только мое мнение, а десятков миллионов фанатов двух Ди во всем мире. Ну что ж, спасибо Геннадию за комментарий, а мы продолжаем. Самые нетерпеливые фанаты спросили прямо Диану о том, когда будет совместный дуэт. Итак, вопрос. Многие реакционеры в YouTube желают увидеть ваш дуэт с Димашем. Такое возможно? Знает ли он о вашем творчестве? И вот что на это ответила Диана. Насчет дуэта с Димашем, друзья. Я не знаю, каким образом вы хотите услышать наш дуэт, потому что наши репертуары очень разные. Наши тесситуры просто колоссально разные. И наша манера пения тоже очень разная. Я не знаю насчет дуэта с Димашем. Возможно, когда-нибудь, если кто-то из нас этого захочет, то этот дуэт состоится. Но насчет того, что встречались ли мы с ним на концертах или вообще общаемся ли, он мне писал в Инстаграм, и да, мы как-то с ним переписывались. Это, кстати, было летом прошлого года. Вот, он меня знает, он хорошо относится к моему творчеству, так же, как и я, к его творчеству. Спасибо, что стараетесь способствовать тому, чтобы он обо мне знал. Конечно, друзья, Димаш знает всех выдающихся музыкантов, и, конечно же, он знаком с Дианой, а их переписка вселяет в нас надежду, ведь так приятно помечтать о совместном дуэте двух талантливых людей. А почему бы и нет? Мы помним прекрасный дуэт Димаша и Римар из Индонезии. Halo semuanya, sekarang aku lagi sama. Hello, Indonesian dears. A lot of thanks for Indonesian people because of Rimar. And tomorrow we'll have performance together. So now we'll have a rest after rehearsal. I want to say something in Indonesian language. Yeah. So we will try. 1, 2, 3. Aku sayang kalian. Yay! Thank you, Yeah. Kak Dimas. One more time. I want by one myself. more. Okay. 1, 2, 3. One more time. Huh? You first, and then I can repeat after you. Okay. One more time. Go.
Aku sayang kalian. Aku sayang kalian. Yeah, that's good. Thank you, Thank you. Kadimas. Thank you. She's amazing. Yes, she have amazing. Кстати, сама Римар добилась значительных успехов на телевизионном реалити-конкурсе вокалистов «Индонезийский идол». Уж не знаем, повлияло ли на успех девушки их совместное выступление с Димашем, но факт остается фактом. Димаш в Китае также часто выступал с другими эффектными певицами. А теперь давайте реально рассуждать, возможен ли совместный дуэт двух Ди – Димаша и Дианы, и если да, когда это случится? Первое, что приходит на ум из ближайших вариантов – концерт на Новой волне. Там выступают не только конкурсанты, но и гости мероприятия. Посещала ли Диана ранее Новую волну? Да. Мы помним теплую встречу Дианы и Игоря Яковлевича. Вы видите, кто? Это Дианка Кузинова. Это наша будущая большая звезда. Да, Спасибо. Давай слово, что будешь здесь. Я очень рада быть сегодня здесь, очень рада вас встретить, вот, поэтому я просто счастлива сегодня. Ты в зале будешь? Да. Если дуэт двух Ди и состоится, то представьте, что произойдет с реакционерами Димаша и Дианы на Ютубе. Они просто сойдут с ума от такого количества эмоций. Эх, мечты мечтами, но давайте мыслить трезво. Вспомним, что Димаш, несмотря на всю свою открытость и доброту, все-таки очень тщательно формирует круг общения и отбор кандидатов на совместные проекты. При этом он никогда не забывает оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. Как вы думаете, почему Димаш выбрал именно Римар для дуэта? Для этого нужно внимательно посмотреть на фото певицы, вспомнить, из какой она страны. Напишите ваше мнение в комментариях. А пока продолжаем мечтать и верить, что новая волна с Димашем и Дианой все-таки состоится и пройдет успешно. Друзья, всем большой рахмет! Диана Анкудинова, Россия! Димаш Кудайбергенов, ваши аплодисменты, браво!